Моя книжка «Язык новых медиа» была закончена за какие-то 3 месяца. Такой очень интенсивный продуктивный период, летом и осенью 1999 года, и вышла в 2001 году. Так что прошло уже 19 лет. Вот. И я вообще очень рад, что большинство книг про новые медиа, которые были написаны в тот период, были забыты, потому что они были очень восторжены, и людям казалось, что вот, так сказать, наступила глобализация, кончился коммунизм, пришел интернет, и вообще все изменится, и политически, и социально, и технически. Но прошло много лет, как мы видим, телевизор остался, газеты остались, люди ходят в театр, и изменения произошли, но немножко другие, чем мы думали. И, наверное, моя книжка по-прежнему актуальна. Может быть, ее актуальность состоит в том, что там самое интересное не про веб-сайты, инсталляции, интерактивных 90-х годов, а тот факт, что я беру вот этот новый медиа и концепты, которые новые медиа привносят, и этими концептами пытаюсь переинтерпретировать старое искусство. Да, то есть это не только книжка про новые медиа 90-х годов, это книжка вообще про историю искусств, историю воображения, историю презентации в западном обществе. Что касается метафоры языка, мной руководила такая идея, что вот у нас есть книжки, там, язык театра, язык кино. То есть язык это не значит, что язык, как, так сказать, там, английский, русский и так далее, это скорее метафора, то есть это просто описание каких-то элементов и выразительных средств. И вот, используя как пример для себя, скажем, книжки по языку кино, где будет описываться там, монтаж, мизансцена, сценарий, свет, игра актеров. Вот я решил, что можно ли сделать такую же книжку про новые медиа, чтобы художники, дизайнеры, продюсеры и другие участники нашей креативной жизни дать им какую-то серию концептов, чтобы просто им помочь более систематически думать про что они творят. Вот. Поэтому это не есть какой-то определенный один язык. Конечно, с 2001 года или с 1999 года довольно много изменилось. Ну, во-первых, у нас произошел некий такой переход к так называемому Web 2.0, да, то есть появились социальные сети, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте и так далее. Сейчас появились, скажем, новые какие-то фотографические медиумы, там, 360 видео. Вот мы это интервью записываем на телефоне. Много всего произошло. Но для меня самое главное изменение, да, вот за последние, скажем, 15 лет, это просто количественный взрыв. Количественный взрыв, так сказать, в проценте людей на Земле, у которых есть какие-то компьютерные средства, будь то таблет, будь то ноутбук, да, будь то телефон, и количество людей, которые стали продюсерами культуры. То есть, если, скажем, там, 25 лет назад всех людей, которые серьезно занимались компьютерным искусством, можно было поместить вообще вот, не знаю, там, маленькое фойе какого-нибудь театра, да, то теперь, скажем, можете сказать, что у нас вот 1 миллион пользователей Инстаграма, то есть у нас 1 миллион фотографов. А миллионы людей теперь изучают программирование. Да, то есть, то, что было новой медиа, чем-то странным, чем-то уникальным 20 лет назад, теперь стало абсолютно мейнстримом. И теперь, что кажется как-то исключительной, как-то даже иногда странной, это именно традиционные медиа. То есть, для того, чтобы если вы хотите быть авангардистом, вам нужно сейчас рисовать, наверное, маслом, потому что все, в принципе, занимаются теперь цифровым искусством, потому что у всех есть телефоны. Если мы думаем о том, как технология вообще или отдельные феномены типа социальных сетей влияют на общество человека, можно сказать, что у нас есть Маршалл Маклуин, такой так называемый технологический детерминизм, когда Маршалл Маклуин считает, что смена медиа, смена технологий для коммуникации и презентации фундаментально вообще меняет наше сознание, наше восприятие. Вот он делает контраст между, так сказать, Gutenberg Galaxy, то есть вселенная шрифта, вселенная линейного мышления, линейного нарратива, и, скажем, примитивным или электронным сознанием, таким более мозаичным, когда воспринимаем все вместе, все параллельно, и таким образом он предвосхищает 30-40 лет действительно вот World Wide Web и социальные сети. Вот. А есть противоположные позиции, которые говорят, вы знаете, все меняется, технология, глобализация, экология, но на самом деле вот человек, его психология, его эмоциональные, так сказать, какие-то вектора не меняются, да, и это остается достаточно неизменным. Вот. Но я думаю, что
чем больше разных позиций, да, чем больше разных теорий, тем лучше. Если, так сказать, меня поставить к стенке и сказать, Лев, вот вопрос жизни и смерти, должен выбрать свою позицию, ты ближе к техническому детерминизму, и ты ближе к позиции, что как бы, человек творец, так сказать, человек все решает, а технологии это просто инструменты. Вот, то есть мне все-таки ближе первая позиция, что технологии, которые мы делаем, и вроде бы мы делаем для того, чтобы удовлетворить наши существующие нужды, но потом, так сказать, она начинает немножко диктовать, или, по крайней мере, двигать в какие-то эстетические художественные направления, о которых мы даже не подозревали. И вот по одной из моих книг «Software Takes Command», моя главная глава, там страница 80, посвящена влиянию софта After Effects, который появляется в середине 90-х годов, на возникновение такого нового медиума, нового типа искусств, как motion graphics. Я просто описываю, так сказать, как архитектура этой software, которая сочетает какие-то метафоры интерфейса от фильма, мультипликации графического дизайна, задает, как бы, ну, в моем представлении, действительно новый графический, новый визуальный язык. Вот. Или можно, скажем, подумать о том, что происходит с графическим дизайном в 90-е годы и как-то отличается от, скажем, коллажа 20-х годов, то есть коллаж 20-х годов, который использовался, так сказать, в массовой культуре, в рекламе, но мы как бы про него думаем как такое художественное средство, там Родченко, Махорин-Аш, так сказать, и так далее, и так далее. Тогда не было возможности модулировать слои, да, не было, так сказать, прозрачности. Вот, поэтому это просто наложение каких-то объектов на других. И если вы накладываете много-много объектов, получается некий такой, так сказать, шум, такая мозаика. Вот, а в середине 90-х годов компьютеры уже достаточно мощные, чтобы поддерживать прозрачность, и вот выходит Photoshop, который в какой-то версии уже можно делать там 999 разных слоев, и поэтому появляется совершенно другая эстетика, сначала в графическом дизайне, потом в телевизоре motion graphics, да, то есть то, что по-английски называется transparency, много слоев, она какая-то более такая нежная, более subtle. Поскольку я этим уже занимаюсь 35 лет, представляете, целая вечность, да, я вижу много-много примеров, как, так сказать, как новые технологии, которые создаются вроде бы для нас, и потом как бы какие-то изменения в них, их дизайн, их интерфейс начинает влиять, и появляются как бы новые средства выражения, а какие-то существующие средства, существующие примеры закрываются. Да? И вот, например, тот факт, что сейчас вот очень популярен, да, телефон, социальные медиа, всякие короткие анимации, то есть такая эстетика, да, какого-то циркового номера, какой-то шутки. И мы видим, как она даже приходит в искусство, не только в цифровое искусство. И иногда как бы ты немножко ностальгически смотришь на 20 век, когда люди смотрели, так сказать, более чаще фильмы по 90 минут, или телевизор, или театр, так сказать, и больше ценилась эстетика, так сказать, какая-то немножко глубинная, более, так сказать, долгого представления. Так что в этом смысле действительно технология, мне кажется, довольно сильно меняет на наши художественные средства и даже на наши формы восприятия. С так называемой новой медиа или цифровой культуре произошла очень любопытная вещь, что, опять же, может быть, 5 или даже 10 лет назад это было чем-то исключительным, да, и мы думали, что массовая культура – это формы и технологии, которые сформировались в 20 веке. Это газета, это книга, да, то есть печатные инструменты, это телевизор и так далее, и так далее. И достаточно быстро, мне кажется, в течение, может быть, меньше, чем 10 лет, новые медиа стала абсолютно мейнстримом, да, то есть она стала массовой культурой, то есть у нас есть Facebook, у нас есть Instagram и так далее, и так далее. Да, то есть Россия, про которую гуманитарии часто говорили, что это такая страна текста, что она не визуальная, выяснилось, что она очень визуальная, и что, так сказать, что люди любят фотографировать, и буквально вот каждый раз, когда я попадаю в Россию, в каком-нибудь там лифте, и люди обсуждают свои инстаграмы, да, то есть это прекрасное место для моих исследователей. Теперь вопрос, если это стало массовой культурой, то что такое массовая культура сегодня? Да? Потому что массовая культура в 20 веке – это понятие, которое, скажем, шло много-много с понятием массового общества. И вот классическое массовое общество – это, скажем, 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы. В 60-е годы оно уже начинает немножко ломаться. Скажем, в Америке появляется кабельное телевидение, да, то есть общество расслаивается на какие-то лайфстайл, вот, скажем, в России, так сказать, переходит оттепель, да, вот, так сказать, в Германии кончается нацизм и так далее, и так далее. То есть в каком смысле классическое массовое общество – это общество там 30-х, 50-х годов, да, когда
скажем, все смотрят одни и те же телевизионные каналы, одно и то же радио. И идея массового общества – это не обязательно общество тоталитарное, хотя можно сказать, что тоталитарное общество – это, может быть, так идеальное выражение массового общества, но это общество, в котором, в общем-то, желательно, да, люди хотят одного и того же. И, конечно, массовая культура сегодня сильно изменяется. Да? Наоборот, как бы есть такая концепция сегодня, что вот массовой культуры 20 века не хватает. Да? То есть каждый смотрит, у каждого своя группа. Вы можете найти в интернете, там, в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте свою группу. Это люди, которые будут поддерживать вас в своей правоте. И вот есть такой концепт, книжка, которая вышла в Америке там, несколько лет назад, называлась «Filter Bubbles». То есть идея, да, что люди погружаются в свои такие bubbles, и, в принципе, им совершенно уже не интересно, что есть люди, которые думают по-другому. И, наверное, мы видим какие-то там примеры, скажем, посмотрим на Америку, и вот такое очень радикальное расслоение, да, политики, что вот есть, как бы, так сказать, там, республиканцы, есть демократы, и как бы такой середины как бы уже не осталось, да, то есть люди, так сказать, поддерживают, люди могут найти, так сказать, какую-то группу людей, там, журналистов, каких-то каналов, каких-то групп и так далее, где высказывания и коммуникация будет такого типа, который им нравится, им совершенно как бы не нужно, да, потому что им не нужно смотреть один и тот же телевизор, который раньше все смотрели, им этого не нужно, да. Поэтому, вы знаете, можно так, я люблю парадоксы, да, потому что это интересно. И вот можно сказать, что вот новая, как бы, в кавычках, массовая культура социальных сетей и интернета, она в каком смысле массовая, потому что она охватывает миллионы людей, но в другом смысле она полностью противоположна массовой культуре 20 века, потому что это культура, так сказать, там сотен, тысяч, десятков тысяч таких ниш. Буквально через несколько месяцев выходит моя новая маленькая книжка, которая называется «Искусственный интеллект и эстетика». И, в принципе, тема этой книжки, как, так сказать, искусственный интеллект, который уже очень сильно интегрирован и в поисковые системы, рекомендательные системы, и, так сказать, и, так сказать, да, различные как бы, инструменты, интерфейсы цифровой культуры и социальных сетей, как он влияет или потенциально влияет на нашу культуру и ее будущее, то есть все эти системы, как они организованы, будут ли они вести нас к какого-то меньше диверсификации, то есть мы будем любить одни и те же вещи, у нас будет одна и та же эстетика, и наоборот, нам будет все это расширять. Да? И, конечно, лучший способ ответить на этот вопрос, это надо изучать экспериментально, да? Нужно брать, так сказать, большие данные, или, как я называю, большие культурные данные, смотреть. Эти технологии, они могут играть две роли. Да? То есть, с одной стороны, происходит такой феномен, который сейчас описывается как такой feedback-loop. Да? То есть людям как бы нравятся определенные вещи, да, вам нравятся определенные типы фотографий, они там четкие, они резкие, там нет много цветов. Может быть, вам нравится потому, что вы видите фотографии уже массовой культуры в рекламе, может быть, они вам нравятся потому, что физиология мозга, нашему восприятию такие фотографии, такие изображения чем-то лучше. Вот. И, в принципе, вот, когда вы открываете, скажем, вашу Instagram-эп на вашем телефоне, да, вы идете на экран, где вам как бы рекомендуется, показываются разные фотографии и видео, которые вам интересно смотреть, то есть и Инстаграм, так сказать, и другие сети, они уже анализируют алгоритмически эстетику всех там миллионов фотографий, которые люди туда как бы share, и выбираются фотографии, которые в основном как бы соответствуют именно такой эстетике. Таким образом, вы видите все больше и больше таких же фотографий, вам это начинает нравиться, и вам уже трудно представить, что вы можете делать другие фотографии. Или, скажем, вот последние, опять же, камеры в телефонах, это все меняется, да, появляется сначала там у одного производителя, через 2 месяца в другом, поэтому я даже не хочу называть, так сказать, это неважно, это Apple, так сказать, Samsung, там, Huawei и так далее. Скажем, вы делаете фотографии, если там человек моргнул, он говорит, вы знаете, человек моргнул, сделайте снова. Или, вы знаете, вот вы сделали фотографию, камера вам говорит, вы знаете, там размытый фон, сделайте снова. То есть какие-то определенные эстетические стандарты уже встроены в эти технологии, и это соответствует тому, что можно назвать таким мягким контролем, софт-контроль. Да? То есть это, опять же, не тоталитарное общество. Если вы сделаете плохую фотографию, вас эта камера не застрелит. Да? Вот, то есть вы останетесь жить, но эти подсказки, да, тот факт, что вот такого типа фотографии выделяются в рекомендательных системах, в поисковых системах, так сказать, подталкивают все общество к определенным эстетическим стандартам. Но с другой стороны, да, можно привести аргументы, сказать, что все эти системы способствуют некому разнообразию. И вот я нашел, так сказать, одно исследование 2010 года,
когда люди посмотрели на YouTube, и вот они исследовали через, опять же, данные, такой quantitative research, насколько рекомендации YouTube как бы расширяют ли они или сужают круг тем, так сказать, которые люди видят в их видео, которые они смотрят. И они сказали, что, по крайней мере, в тот момент, почему в тот момент? Потому что алгоритм может каждый день меняться, по крайней мере, в тот момент, так сказать, результат их исследования был такой, что люди через эти рекомендательные системы, там, рекомендательные системы YouTube, да, recommendation system, recommendation engine, они, так сказать, expose, так сказать, им дается больше тем, если бы этим системой они бы не пользовались, количество тем, которые мы смотрели, было гораздо меньше. Поэтому вполне возможно, что несмотря на такую эстетическую, так сказать, как бы такое суживание, да, с другой стороны, те же самые технологии толкают нас и как бы дают нам, так сказать, больше точек зрения, больше эстетик, больше разнообразия. Интеграция технологий в современном обществе и глубже, и шире сопутствует тому, что мы живем в атмосфере определенных страхов. Мы боимся потерять работу из искусственного интеллекта, мы боимся, что посты, которые мы делаем в ВКонтакте, в Фейсбуке, будут использованы против нас. Мы боимся, что, скажем, мы там повеселились на какой-то партии, кто-то сфотографировал, потом эта фотография попала с нашему боссу и так далее, и так далее. Вы понимаете, я бы сказал так, что вообще общество, да, вот правящим силам, так сказать, или, по крайней мере, так сказать, скажем, компаниям, да, руководителям, правительству, да, в любом обществе, будь оно, так сказать, Древний Египет, так сказать, современная Россия, там, современная Америка, Китай, вот, то есть это не зависит даже уже от места и времени. Я думаю, в каком-то смысле им нравится держать людей в неком страхе, да? Потому что таким образом люди будут следовать как бы законам, люди будут следовать структурам, так сказать, которые им предоставляются, люди не будут бастовать. И вот мне кажется, очень важно понять, какие из этих страхов действительно оправданы, а какие из этих страхов нам навязываются медиа. Да? Вот, например, так сказать, последние несколько лет огромная компания, да, мы везде читаем по поводу искусственного интеллекта, что вот там через 2 года, через 5 лет, через 10 лет половина людей потеряет работу. И даже как бы самые, так сказать, уважаемые, так сказать, исследователи или капиталисты типа Илон Маск постоянно это нагнетают. Вот, мне кажется, что в основном это, конечно, некая такая, так сказать, пиар, такая пропаганда, такие фейк-ньюс, потому что если вы поговорите с любым, так сказать, нормальным компьютерщиком, с любым исследователем искусственного интеллекта, конечно, идея, что робот или искусственный интеллект, так сказать, какой-то, так сказать, восстанет против нас, и он действительно будет думать, так сказать, действительно это будет такой разум, который будет против нас воевать, это, конечно, полный бред. Да? Вот. Что касается privacy, я думаю, здесь уже как бы более серьезная вещь, но опять же, я думаю, это все вопрос контекста. Если вы посмотрите на общество или на страну, не знаю, какой-нибудь там Венесуэлу, например, сегодня, да, вот, или там Китай там, 40 лет назад, да, когда люди просто боролись, так сказать, за выживание, за кусок хлеба, за тот факт, чтобы вообще просто выпить воду, да, конечно, privacy их совершенно не интересовало. Когда мы уже приходим в общество, которое немножко более буржуазно, когда наши такие базовые инстинкты удовлетворены, у нас квартиры, машины и так далее, нас уже начинают интересовать вопросы, не то, что вот действительно может с нами произойти реально сегодня, мы попали там в аварию, например, да, или от нас там ушел муж, жена, или нас уволили, а что может быть? Вдруг, да, эта информация будет использована против нас. Вдруг, так сказать, искусственный интеллект берет нашу работу. Это значит, что мы живем, так сказать, в таком обществе какой-то такой, знаете, probability, да, то есть вероятности, вдруг что-то произойдет. И многие из этих вещей, вероятность того, что это произойдет, близка к нулю. В современном обществе существует много разных систем контроля или даже, я бы сказал, систем автоконтроля. Когда человек контролирует самого себя, так сказать, он сам сенсор самого себя. В принципе, об этом писал, наверное, Мишель Фуко, который писал такая идея, технология self, да, технология, так сказать, самого себя, и он последил это возникновение уже в Древней Греции, то есть это не новая тема. Вот, и поэтому не обязательно думать о Китае, так сказать, социальном индексе, и каким образом люди начинают себя цензировать, как они начинают следить за своим каждым поступком. Например, посмотрим на
как бы западные развитые страны, Америка, и вот только что сейчас как раз приходит сюда, есть такая вещь, как ваш кредит-рейтинг, да? То есть, так сказать, все ваши финансовые транзакции, как, так сказать, регулярно и правильно вы выплачиваете ваши кредиты и так далее, все это подсчитывается каким-то алгоритмом, никто не знает, что это за алгоритм. Скажем, в Америке вот есть такие 3 кредит-бюро, и у каждого человека есть такая кредит-скор, какое-то число, скажем, 700 считается хорошо, там меньше 700 плохо, больше 700 лучше. Вы можете в любой момент узнать, что это за число, и когда вы, так сказать, идете там брать новый кредит, в зависимости от этого числа вам могут отказать, вам могут дать кредит, но под очень большим процентом и так далее. Да? И, конечно, вот эта система, которая не система контроля, так сказать, всего вашего поведения, а это только относится к вашей финансовой жизни, это уже вас очень сильно контролирует. Да? То есть, например, человек будет, вот я, например, боюсь, что вот, скажем, мне придет, мне надо платить какой-то там, не знаю, за квартиру там, или телефон, я много путешествую, вдруг, так сказать, придет счет, меня не будет, я месяц пропущу, и это попадет, так сказать, в это бюро, и уже мой рейтинг там на пару баллов опустится. Да? Поэтому система уже существует. И, наверное, нам нужно задать более кардинальный вопрос, хотим ли мы жить в таком обществе, да? Хотим ли мы жить в таких системах, где все, так сказать, приводится в цифры, где практически наше каждое поведение, или мы хотим это как-то изменить. Я вырос в Советском Союзе, и что я помню, этот человек, он может привыкнуть к любой системе, даже к концлагерю, и он всегда находит, он очень умен, он всегда находит какие-то лазейки, да? Как забор обойти, так сказать, как сделать какую-то дырочку. Я думаю, что, я надеюсь, что даже если будут вот эти системы контроля, системы, где наши, так сказать, социальные ценности оцениваются через цифры, я надеюсь, мы найдем какие-то лазейки, то есть если мы системы не сможем их разрушить, как люди, то, по крайней мере, мы сможем начать, так сказать, с ними играть и их обыгрывать. Вот я помню, там, да, весной, по-моему, в Москве ввели такую систему, что поставили много камер, если вы там останавливаетесь там больше какое-то количество минут, так сказать, вас штрафуют, и водители просто были все в ужасе, но потом люди как-то привыкли, скажем, заказываете там Яндекс.Такси, человек вам звонит, говорит, вы знаете, я не могу здесь остановиться, меня штрафуют, давайте мы с вами встретимся за углом. Вот, так что вот эта идея встретиться за углом, я думаю, человечество будет все-таки неплохое будущее, потому что встретиться за углом это как бы очень-очень хорошая стратегия. Так что давайте с вами встретимся за углом. Исторически, наверное, это можно так сказать, привести к Первой мировой войне. Первая мировая война, когда начинается как бы такая идея пропаганды и, так сказать, уже такая наука о пропаганде, да, и потом это начинается в 20-е годы, скажем, в Америке такое более научное обоснование, адвертайзинг, да, реклама, маркетинг. Вот, то есть, ну, это интересно, все это начинается как бы, да, вот в военную эпоху, когда вам нужно, так сказать, какие-то новости рассказать там солдатам, да, что, знаете, вот там вы там у вас, так сказать, не знаю, там, как называется, радиоспикер, да, и вот вы как бы посылаете какие-то сообщения, так сказать, на сторону врага, знаете, там, сдавайтесь, потому что уже все другие армии, так сказать, сдались, там, да, вот вы окружены, да, то есть это такое психологическое влияние, это как бы такая интересная тема. Вот. Вторая тема, которую я хочу очень быстро коснуться, это как бы разница, есть ли кардинальная, фундаментальная, качественная разница между фейк-ньюс и обычным ньюс. Вот. И опять же, знаете, можно сказать, что она есть, но я бы сказал, что это скорее такая, так сказать, не, опять же, не черное, не белое, это скорее такой количественная, такой, так сказать, шкала, потому что такое новости, да? Нет априори новостей. То есть идеи новостей придумываются в 18 веке, есть про это очень интересные книжки, в каком-то смысле, так сказать, сначала новости, может быть, служат как бизнесу, да, скажем, вот появляется телеграф, там, да, азбука Морзе, там передаются сообщения, так сказать, о каких-то там ценах и так далее, и так далее. И в каком смысле, вот, скажем, я и Наум Чомски, вот у нас такое мнение, вот я был очень рад, что я прочел, что он со мной согласен, что вот сейчас, например, самые лучшие источники новостей – это не Нью-Йорк Таймс, да, это не, вот, а это бизнес. Почему? Потому что бизнес нужно знать обо всем. Да, что понимать, так сказать, во что вкладываться, во что не вкладываться. И бизнесу как раз нужно реальные новости, а не идеология, да, не какие-то эмоции, потому что людям надо делать решения. Да. Это второй интересный момент. Но третий интересный момент, что вот в моем понятии, да, так сказать, news – это как бы некая такая форма репрезентации, да, так же, как вот фотография или рисунок в перспективе – это форма репрезентации, которая что-то показывает, что-то скрывает. Да. Скажем, литературный нарратив – вы же не описываете каждую секунду там, героев на протяжении там, 40 лет. Да? Вы описываете какой-то там разговор, потом
так сказать, кат, потом продолжение нарратива через 20 лет. И вот если мы посмотрим на новости, например, вот как вот сейчас освещается Россия, да, и почему как бы у людей некое такое негативное, так сказать, понимание России за ее пределами часто, да, ну, либо в основном, конечно, вообще все равно, да, но если они думают, так сказать, о России, это у них какой-то стереотип России а-ля 90-е годы, да, когда там все спортивные костюмы все стреляют, или, может быть, середина 2000-х годов, когда там Москва была объявлена самым богатым городом мира. Но то факт, что вот, так сказать, я вот сейчас я в Москве, вчера был в Туле, там, через 2 дня я буду в Тюмени. Это нормальное, так сказать, современное государство, у которого есть много проблем, а где их нету, где есть, так сказать, разные классы, где есть огромный, так сказать, какой-то провал между поколениями, но где есть, так сказать, молодые, интеллигентные люди, где есть там вообще тысячи театров, где есть новые технологии, где есть стартапы, где все есть. Это людям за пределами России очень трудно представить, потому что просто им про это никто не рассказывает, да. То есть все новости России – это чаще всего вот все, что происходит между Россией и внешней политикой, то есть то, что все происходит внутри Кремля, вот, то есть как будто вся Россия вот это вот Кремль, да. Вот, и как бы, вот, а все остальное об этом просто не рассказывается. Да? Поэтому мне кажется, что и то же самое, знаете, если посмотрим, как в американских новостях освещается Китай, да, то есть тоже нагнетается какой-то такой страх, потому что, скажем, рассказывают только о, скажем, каких-то политических вещах в Китае или о новых технологиях, вот они нас уже пережили, опередили с точки зрения искусственного интеллекта, сетей и так далее, и так далее. Вот, а как бы обычная жизнь, так сказать, людей, там, жизнь среднего класса не освещается. Да? Поэтому можно сказать, что вот обычные новости – это очень, так сказать, систематическая выборка того, что вы показываете, того, что вы не показываете. И даже если вы ничего не врете, то есть даже это не фейк-ньюс, то факт, что просто показываете определенные вещи, а других не показываете, и вещи, которые вы показываете каждый день, у людей это какая-то пропаганда, то есть у людей складывается очень предвзятое мнение. Вот. Поэтому, хотя проблема фейк-ньюс, она реальная проблема, наверное, нужно спросить, так сказать, сам институт новостей, да, который возник, скажем, где-то 250-300 лет назад, нужно ли это нашему обществу, можно ли их как-то изменить, и вообще, что такое журналист и так далее, и так далее. То есть фейк-ньюс – это только часть гораздо большой проблемы. Я постоянно думаю о большом различии общества, в котором прошла моя молодость, и даже все равно вот это был Советский Союз или Америка. Иногда кажется, что это общество уже закончилось, мы живем в новую эпоху, где, в принципе, идеал общества – это такая буржуазная жизнь, так сказать, жизнь, где, так сказать, все устроено, где вы знаете, что будет завтра, где, так сказать, будет такое спокойствие, да, не будет никаких катаклизмов, что вот в России, может быть, да. И самое ужасное, что мы повторили 90-е годы, а уже все остальное все равно, да. Вот, то есть такая устроенность, и вот тот факт, что мы очень беспокоены, так сказать, идеей privacy, да, что вдруг, то есть главное, что ничего такого не произошло, да. Может быть, сейчас не очень хорошо, но главное, чтобы не было хуже, да. Вот. И в этом смысле, как бы, да, вот эпоха радикальных революций, да, идея, что надо общество фундаментально менять, она ушла, и, может быть, это хорошо, потому что теперь люди занимаются совершенно конкретными вещами, да. То есть мы сказать, занимаемся экологией, мы занимаемся там правами меньшинств и так далее, и так далее. И вместо того, чтобы пытаться общество кардинально изменить, мы пытаемся улучшить там сотни разных параметров. Это, наверное, хорошо. Но с другой стороны, как бы вот некий такой, так сказать, масштаб, некий такой порыв 19 века революционный, да, так сказать, что-то мы потеряли. Вот. Но чтобы вернуться к технологиям, то есть у меня вот есть одно очень, так сказать, конкретное, в кавычках, предсказание, да, взгляд в будущее. Я не знаю, это будет через 3-4 года, или через 5-6, или через 7-8, но я думаю, это будет вот приблизительно в этот период, где-то от 3 до 8 лет. Вот мы сейчас записываем это интервью на телефон, потому что это такой объект, такая тверденькая полосочка, да, такой батон, как бы, да, и там маленький экран. И вот тот факт, что на протяжении истории человечества, да, у нас были книжки, которые были такие рулоны, да, то есть поверхность книжки это было там, не знаю, так сказать, метры, да. 70 тысяч лет назад уже люди стали делать какие-то изображения в пещерах, а пещера это такой огромный холст. Потом были фрески, да, то есть человек изображал и использовал эти изображения, чтобы думать на большом масштабе, да, на масштабе метров, так сказать, десятков метров или даже больше. И тот факт, что вот в начале 21 века, конечно, люди ходят еще в кино, да, конечно, в каких-нибудь там, так сказать, компаниях есть огромные, так сказать, стенки из разных экранов, но в основном, так сказать, да, даже на работе вы можете сидеть и работать, так сказать,
в своем офисе через телефон. То факт, что вот все это как бы масштаб как-то жутко сузился, да, и вся эта коммуникация происходит через, так сказать, где-то 5, 7, 8 миллиметров, и это, конечно, влияет на характер коммуникации, да, то есть тот факт, что управляете этим телефоном через один палец, тот факт, что довольно трудно читать на телефоне как бы там «Войну и мир», да, но хорошо смотреть на картинки, причем картинки, которые вас как-то захватывают, достаточно простые картинки, или, так сказать, хорошо там перелистывать какие-то короткие посты, да, то есть вот некая такая склонность сегодня коммуникации, культуры к каким-то коротким, так сказать, таким, так сказать, шуткам или каким-то коротким фразам, да, вот мимы и так далее, это как бы в каком смысле факт, что вот говорится, что у нас как бы мы не можем сосредоточиться на каких-то длинных формах, в каком смысле это функция самого телефона, его интерфейса, да. Я думаю, что это скоро уйдет, потому что вот считается, что, может быть, уже в конце этого года там Samsung представит телефон, который будет раздвигаться. В всяких, так сказать, роликах разных компаний мы видим проекты постоянно, так сказать, такой communication device, да, коммуникативный девайс, где вместо такого твердого экрана у нас как бы что-то проектируется на какую-то поверхность, или у нас типа какая-то газета, которая раскладывается, или какой-то такой ролик, который мы разворачиваем. То есть, я думаю, мы вернемся как бы к большому экрану, да, и большому экрану, где большая резолюция, где может много информации, где может много параллельной информации, там мультимедиа. В принципе, то, что вы сейчас можете делать и на экране, там, да, в котором 4000 или 5000 пикселов. Я надеюсь, что это будет скоро, потому что мне как-то очень обидно, что наша вся глобальная креативность в последние 10 лет связана как бы с тем, чтобы делать коммуникацию, новые художественные средства для такой маленькой дурацкого экрана. Вот, и я жду возвращения как бы песчаного формата. Новые медиа, искусство новых медиа, ну, в том смысле появилось где-то в середине 90-х годов. Вот, и я помню, мне было немножко так смешно, иронично, парадоксально, что прошло несколько лет, и уже в конце 90-х годов там, в Нью-Йорке, в Лондоне, в всяких музеях, Гугенхейм, МОМА начались конференции, как-то сохранять, как-то архивировать. Я говорю, ребята, давайте хоть сначала хоть хорошее искусство делаем, что там там пока архивировать нечего. Да? Вот. Но это правда, что вот все эти электронные носители, да, то есть они не вечные, и главное меняются как бы форматы, да. То есть, скажем, нам сейчас, может быть, кажется, что такие форматы, как, так сказать, там, .rtf или .doc или .jpeg вечны, но их же не было 20 лет назад. Вот, поэтому, конечно, вы должны об этом думать. И, например, в каком-то смысле, вот, особенно такие вещи, как интерактивные медиа и виртуальная реальность, да, то есть то, что вот не просто там ASCII текст. То есть ASCII текст это действительно, наверное, это такая нетленка, это навеки, да. Ну, вы можете всегда это перевести как бы на новый хранитель, да, или, скажем, картинка там, не JPEG, а может быть TIFF, да, вот. А такие вещи, особенно как интерактивные медиа, которые включают в себя виртуальную реальность, дополненную реальность, это, конечно, самое такое эфемерное, вот. И, в принципе, вот моя судьба, немножко, я бы сказал, ну, так, с юмором трагична, да, потому что, скажем, 20 лет своей жизни я посвятил, так сказать, пропаганде и, так сказать, ну, какое-то, да, новое искусство, которое используют компьютеры, я был в этих сетях, так сказать, я писал книжки, статьи, во всем там крутился, я все преподавал. И вот проходит там 10-20 лет, ты ничего не можешь показать студентам. Ну, частично потому, что все это было как бы очень интересно, но теперь как бы то, что тогда 10 лет назад казалось искусством, теперь как бы это обычная функция на вашем телефоне, да. Это одна проблема, что когда вы делаете искусство с новейшими технологиями, проходит некое количество времени, это просто становится как бы стандартом индустрии. Но вторая проблема, что в принципе все эти интерактивные инсталляции, их просто нельзя показать. Да, они не работают программы, не работают системы. Вот. И некоторые музеи, там, помню, была такая программа у Гугенхейма, там, у Тейт, New Museum в Нью-Йорке, некоторые музеи, но это, опять же, может быть, там, можно пересчитать там, на пальцах одной-двух руки, периодически они получают грант или дают деньги, и какие-то определенные объекты, так сказать, там, интерактивного искусства, там, 90-х годов или 2000-х годов, так сказать, они приводятся на новые технологии, но поскольку они используют как бы сотни разных технологий, это всегда очень трудоемкое, дорогое занятие. То есть это не то, что просто взять все файлы, это перевести с JPEG и TIFF. Вот поэтому как бы я не говорю, что не надо заниматься там виртуалкой, augmented reality, там и всякие такие интерактивные форматы, да, когда, так сказать, в принципе, ваше произведение это как бы, ну, это софт, да, который все это контролирует. Вот, но я лично, так сказать,
большинство как бы моих, так сказать, художественных культурных проектов это какие-то вот тексты, да, которые публикуются как книжки, как не парадоксально, это какие-то картинки. Вот, скажем, за последние 10 лет я сделал там, не знаю, тысячи визуализаций. И хотя, конечно, важно делать интерактивные проекты, я вот постоянно думаю, что вот я сейчас делаю проект, а через 3 года его кто-нибудь посмотрит, или сколько я хочу на это вкладывать силы. Вот, поэтому, конечно, этим надо экспериментировать, но если вы хотите работать на века, если вы хотите там попасть там, после смерти в гараж или в новую статиковку, создавайте какой-то процент, мне кажется, произведений каких-то более статистических форматов. Меня поражает тот факт, что да, вот мир изменился, скорости, там, самолеты, так сказать, спутники, там, технологии. Вот, а, скажем, наши идеи о человеке, наши идеи о культуре, наши идеи о обществе, да, вот все это гуманитарно-социальные науки. В 20 веке всего этого не было. Было столько всего придумано. И вот я постоянно спрашиваю своих коллег, ну что вот там в теории литературы, там, в теории кино, там, в теории там, массовой коммуникации, в социологии, политологии. Но есть какие-то фундаментальные новые идеи в 21 веке? Все это нифига. Есть только новые методы. Вот. И вот, как ни странно, да, все как бы, новые технологии, так сказать, они, мне кажется, ведут к очень большому прогрессу в науке, в технологии, так сказать, инженерии, прикладная наука. Но что касается нашего понимания, нашей идеи об обществе, о психике, там, подсознании, о любви и так далее, уже столько было придумано в эпоху Enlightenment, да, 19-20 век, что я вообще не верю, что что-то можно еще придумать. Да. Вот. Что касается освобождения или закрепощения. Ну, вы знаете, вот идея освобождения, это немножко тоже такая идея Маклюина, да, которая, вот, у него была прекрасная идея, что технология это как бы extension of our senses, да, так сказать, такое предложение наших органов. И мы можем сказать, что, так сказать, определенные, да, технологии уже довольно долгое время, может быть, даже с самого начала, так сказать, человечества, они освобождают нас от лимитов пространства и времени. Подумайте, такая вещь, как язык, да, то есть, может быть, такая первая фундаментальная технология, которая делает как бы людей, как-то отделяет нас там, от дельфинов и так далее, и так далее. Да? То есть язык позволяет вам говорить о будущем, завтра будет это, язык позволяет вам говорить о прошлом. То есть он раскрепощает вас от вот того места и того момента, где вы происходите сейчас. Да? В этом смысле такая вещь, как фильм там, или фотография, которая показывает там прошлое, да? Вот. Или как бы литературный нарратив, так сказать, который говорит о будущем. Или, так сказать, телевидение, которое показывает нам что-то, что, может быть, на другой стороне планеты. Это, в принципе, только продолжение этой темы, да. Вот, и, конечно, факт, что у нас теперь телевизор, так сказать, телефон, печатный пресс, все эти технологии слились в одну, и вот она размером с телефон. Это, с одной стороны, очень радикально, но, с другой стороны, это, в принципе, продолжение того, что уже произошло в самом начале, как бы, когда человек становится человеком, то есть вот язык, да, который освобождает нас от, так сказать, такой prison of particular moment, да, то есть такая тюрьма вот настоящего момента, позволяет нам думать, позволяет нам планировать, позволяет нам делать планы. И, наверное, в этом смысле именно поэтому человек потом начинает доминировать над другими species, да, потому что он может делать планы, да, такие большие. Вот. То же самое изображение, да, вот вы рисуете какую-нибудь диаграмму, да, вы рисуете план, вы рисуете репрезентацию, то есть то, что у вас в мозгу, и то, что в мозгу одного человека, вы это, так сказать, есть такое английское слово externalize, вы это выносите на какой-то внешний носитель, и таким образом можете делиться с другими, другой человек может на это изображение посмотреть, построить копию такой же церкви там, в другом городе, или, скажем, внести изменения в ваши планы. То есть, вот, скажем, возможность делать изображение, возможность говорить и возможность записывать, это и есть как бы самые первоначальные новые медиа человечества, а все остальное это просто их продолжение, так сказать, модификация. Но можно сказать, что новые медиа это то, что сделало человека человеком. Это произошло где-то 60 тысяч, 70, 60, 50 тысяч лет назад. Давайте посмотрим на что такое более реалистическое предложение жизни. Да? Вот считается, там, в следующем поколении люди будут жить там, 120 лет, 150 лет. Ну, вы знаете, вот мне уже не так мало лет, и совершенно как бы другое ощущение жизни, чем когда мне было 25 лет. Да? То есть по-прежнему, так сказать, какие-то вещи меня возбуждают, некое свежее восприятие, там, возможность, так сказать, радоваться, там, возбуждаться от чего-то. С годами становится немножко меньше, потому что вы уже столько все увидели. Да? То есть мне очень трудно видеть новое произведение искусства, которое действительно вот меня поразит как ток, потому что я в свою жизнь смотрю на искусство 10 лет. Да? Вот, а представляете, я буду жить еще 100 лет. Это же будет такая тоска.
Да? Поэтому, с одной стороны, да, конечно, человечество всегда стремилось к бессмертию, да, поэтому были, как бы, можно сказать, все эти идеи там, да, о Боге, о бессмертии, вот там в Древнем Египте, в Москве, в саркофаг, да, то есть идея была, что мы всегда живем, так сказать, наша жизнь не ограничена нашей физической жизнью, нашей смертью, мы живем всегда вечно, но это была как бы такая фантазия, да, а теперь у нас как бы становится уже реальным, там, если не вечно, через 150 лет, вы понимаете, я не хочу жить еще 100 лет, когда меня ничего не будет возбуждать. Лучше я проживу 35 лет, но очень возбужденным. Вот. Или я готов жить 150 лет, если у нас будет новый ренессанс, у нас будет новый enlightenment, люди будут создавать совершенно офигенные, так сказать, офигенные предметы искусства, когда мы будем жить постоянно в каком-нибудь 29-м или 68-м году. 68-й год был самый креативный год в истории человечества. Вот, а если будет 2018 год, вы знаете, я не хочу жить вечно.